Жаль, YouTube не передает запахи. Господи, я ненавижу реконструкции. Это вам не какое-нибудь заводское говно. Нормально, я его подклею. Всем привет! С вами Кузница Велнда и Kinda Media. Сегодня мы должны были снимать для вас серию ковки чего-нибудь охренительного. Но, к несчастью, Кирилл приболел. Поэтому сегодня мы будем делать то, что выберу я. А я увлекаюсь исторической реконструкцией, в частности, эпохой викингов. И сегодня мы с вами постараемся изготовить всеми любимый и очень знакомый каждому реконструктору предмет – круглый кулачный щит, который так обожают разработчики игр, фильмов и сериалов. Но давайте разберемся, а какой он был на самом деле. Мог ли щит выдержать удар топором, копьем, как его использовали воины 1000 лет назад? Но самое для меня интересное, как и из чего он был сделан, какие применялись технологии и инструменты. Для того, чтобы нам с вами ответить на эти вопросы, придется обратиться к археологическим источникам. Зараза. Здравствуйте, дамы и мужички. Меня зовут Сергей Пономарев, и сейчас я погружу вас в историю. Большие круглые щиты в раннем Средневековье, в IX-XI веках, изготавливались по одному типу по всей Северной Европе, включая и Древнюю Русь. Наиболее известные примеры целых образчиков – щиты викингов на бортах корабля из Гокстад, датируются 905 годом нашей эры. Обычный размер щитов того времени – 80-90 см в диаметре. Поле щита было плоским или в виде слабо выраженной линзы. Изготавливалось из одного слоя досок, собранных вместе. Щиты из Гокстад сделаны из 7 или 8 сосновых досок различной ширины. Мягкая древесина хвойных пород, судя по всему, использовалась в большинстве случаев, но не всегда. Планки по возможности приклеивались одна к другой. Кроме того, дополнительную прочность придавали умбон, рукоять и обод, обшивка края, а также покрытие из кожи. На некоторых щитах было лицевое покрытие из тонкой кожи, а другие щиты были покрыты ею с обеих сторон. Часть щитов викингов окрашивалась. На щитах рисовали руны, животных и птиц, имевших мифологическое значение. А при морских походах, если викинги пришли с миром, вождь показывал с носа ладьи щит, внутренняя сторона которого была выкрашена в белый цвет. Но здесь я должен вас предупредить. Сделать идеальную реконструкцию щита у нас не получится. В частности потому, что у меня нет нужного мне количества и качества сосновых бревен. Но специально для вас я покажу вам технологию изготовления одной доски аутентичным способом. Я размечаю линию, по которой мне нужно будет сделать надруб топором, желательно не повредив себе ноги. Теперь нам понадобится односторонний клин из более плотной древесины, чем разделываемый материал, и кияночка. Как говорится, а остальное нужно доработать напильник. Ну, собственно, принцип таков. Этот кусочек у нас пошел по трещине. Если сейчас повторить процесс, мы получим более-менее ровную досочку. Но я вам обещал одну, пусть и кривую, но одну. Итак, нам удалось добыть покупную сосновую доску 20 на 90 миллиметров. Нам нужно собрать из них заготовку примерно метр на метр и, подогнав все друг к другу, проклеить торцы, для того, чтобы потом обработать рубанком до нужной мне толщины. Таким образом, толщина у центра щита будет порядка 10 мм, а на краях около 6, согласно археологическим источникам. Итак, мы с вами собрали заготовку и склеили щит. К сожалению, это осталось за кадром, потому что он высыхал порядка суток. Сейчас я приступаю к разметке
нашей заготовки. Мне нужно найти у нее центр, разметить будущую окружность по центру и отпилить его под размер. Что касается процесса, я хочу по максимуму отказаться от электроинструментов и постараюсь сделать практически все вручную. Ну, из того, что у меня есть. А если ты знаешь, как сделать лучше, напиши мне об этом в комментарии. Для удержания всех этих досок вместе и придания дополнительной прочности, ну и, конечно же, красоты нашему щиту, мне нужно обклеить его кожей. Археология нам говорит, что для этого использовали козлиную кожу, но несмотря на то, сколько козлов нас окружает, мы так и не смогли найти донора для нашего проекта. Поэтому в дело пойдет свиная кожа. Что есть, то используем. Антон, но у викингов же вряд ли был суперклей или хотя бы клей ПВА. Все верно. Нам известно 3 вида клея, которые могли использоваться для этих работ в прошлом. Это так называемый рыбий клей, который получается путем длительного вываривания рыбьих костей. Страшно ароматная штука. Костный клей, который можно получить, если долго и упорно варить хрящи и кости животных. А также казеиновый клей, который можно получить из свежего молока или творога, скислив его, например, лимоном, яблоком или другими кислотами. Как вы могли заметить, я решил выбрать третий вариант, потому что он наиболее быстрый в данной ситуации и не боится влаги. Для этого мы возьмем творог нежирный, раствор аммиака, немножко молока, если понадобится, ну и немножко воды. Промыв творог в теплой воде, добавляем в него аммиак. Как это? Напиши мне в комментариях, если тебе нравится запах аммиака. Зажимаем нос и размешиваем. Глаза не режет? Иди на. Вообще режет. Сука, на меня ветерок. Ну а вдруг мне это поможет? И как помогает? Нет. Жаль, YouTube не передает запахи. Ну что, консистенция почти та, но, как всегда, нас подводит современный творог, потому что он должен быть сугубо натуральный, но вот эти белые гранулы не хотят растворяться от слова совсем, поэтому, кажется, это не молоко. В общем, сейчас я это все отфильтрую через марлю за кадром и начнем наносить клей на щит. После фильтрации мы получили вот такую вот вонючую и интересную жижу, которую я сейчас налью, размажу на коже, разгладим все это, положим гнет и унесем в тепло сушиться. Ну а пока наш щит сохнет, мы перейдем к изготовлению металлических деталей, а именно умбона и пара десятков гвоздей. Что такое умбон? Умбон – это такая миска без дна с запаянным верхом. Он служит для защиты нашего кулака и крепится с внешней стороны щита, и я подозреваю, что именно им надо парировать удар. Что касается гвоздей, именно на них мы будем собирать наш щит. Гвозди у нас будут также кованые, аутентичные, ручная работа. Это вам не какое-нибудь заводское говно. Умбон мы будем делать, прибегнув к технологии выколотки. Туда смотри. Разместив нашу заготовку над вот этой выемкой, мы, простукивая круглым молотком, будем проходить ее по кругу от внешнего края к центру, а потом сформируем у нее поле.
Мы отковали черновую форму умбона, и теперь нам нужно его выгладить. Делать это мы будем на вот этом прекрасном шарике, таким маленьким молоточком. Ой, а что это такое? А что это вы для меня приготовили? А что это? О, это шляпка! Шляпка! Ой, спасибо большое! Спасибо! Я так долго этого ждал! За что? Господи, почему? Почему вы делаете это со мной? Кованые гвозди отличаются от современных как минимум тем, что они квадратные. Ну, прямоугольные, ладно. Современные в основном делаются с помощью проката из проволоки. И они, это не я, круглые. Как они делаются, спросите меня вы. А я вам не расскажу, а покажу. Гвоздь делается в 5 этапов. Мы нагреваем пруток, придаем ему нужное сечение и длину, надрубаем, формируем шляпку и остужаем. Хочу заметить, что мастер делает гвоздь в один нагрев, что мы сейчас и продемонстрируем. И вот так 16 раз. Наш умбон готов, гвозди тоже. Пора проверить, высох ли клей. Спустя 4 часа клей схватился, и мы можем продолжить работать с нашей заготовкой щита. Перед установкой умбона и рукояти мне нужно пришить к полю нашего щита рант из сыромятной кожи. Что такое рант? Это тонкая полоска кожи, которая не подвергалась дублению. За счет этого, размочив ее в воде, она становится эластичной, а после высыхания становится очень твердой и крепкой. И она будет защищать кромку нашего щита от большинства рубящих ударов. Но для того, чтобы рант закрепить на щите, мне нужно сделать в нем отверстие. Каким же образом мне это сделать? Мы отковали вороток и сверло. Тоже по аутентичной технологии. Вот такая примитивная дрель у меня получилась. Господи, я ненавижу реконструкции. Вот такая нанотехнологичная дрель у меня получилась. Ну что ж. Она, между прочим, почти не ест электричество. Закрепляем сверло. Я просверлил несколько отверстий моей нанодрелью. Для крепления ранта. И для следующего фокуса мне понадобится ассистент. Ассистент. Мы грубо ободрали скобелем до приблизительной формы нашей будущей рукояти. У нее есть некоторое сбегание поверху, и она плоская по низу, для того, чтобы выровнять плоскость нашего щита. А теперь стеклом и рашпилем мне нужно довести ее до вот этого гладенького состояния. Ну, пойдемте. Ну что ж, наш щит более-менее подсох, рант ужался и стянул нашу заготовку. Она стала уже гораздо прочнее, несмотря на то, что на ней еще нет усиления в виде рукояти. И сейчас для того, чтобы достать вот эти штифты, мне нужно предварительно прошить весь этот рант по кругу с помощью сложной вдвое, может быть даже втрое вощеной льняной нити, обычной иглы, моего любимого аутентичного сверла. И я по-быстрому сделал себе разметочную планочку для того, чтобы наметить будущее отверстие, которое сейчас буду сверлить.
Итак, рант я прошил. Сейчас мне нужно разметить ручку, что я уже сделал, для того, чтобы ее смонтировать на щит. После чего пойдет умбон, и наш щит будет готов к тому, чтобы его покрасить. Антон, это что, шуруповерт? О, чё? А, в смысле? Не, это аутентичное сверло. Мы закончили сборку. Самое сложное в этом процессе – это когда ты забиваешь один гвоздь, выпадает другой. Ну, нам осталось придать нашему щиту невероятную красоту, и можно будет тестировать. Что касается непосредственно рисунка, здесь, как и на заборе, можно было нарисовать все, что угодно. Но мы решили обратиться к источникам и перенесем один из узоров, который нам удалось найти. А что бы вы изобразили на данном щите? Слово из 3 букв есть изнутри. Историчная краска, по сути, состоит из пигмента водонерастворимого и клеевой основы. В нашем случае опять казеиновый клей. Для того, чтобы получить различные цвета, в нашем случае нам нужен желтый, красный и черный. Я воспользуюсь тем, что мне доступно. Красную охру я получу из обожженного красного кирпича. По сути, это глина с высоким содержанием железа, которая обжигается, дробится и добавляется в нашу клеевую основу. Желтый цвет я получу также из обычной глины. Но в данном случае это шамотный кирпич, который точно так же обожжен и даст нам желтоватый оттенок. Черный же цвет я получу из продуктов неполного сгорания. В данном случае черная сажа. У нас остался казеиновый клей после склейки поля щита. Сейчас я его размешаю. Смешаю эти сопли с нашим пигментом. Подогрею, добавлю водички, и мы получим краску. Это не клей. Ну что, это был действительно интересный опыт лично для меня. Я, наконец, попробовал многие технологии, которые давно хотел попробовать в изготовлении щита. Раньше я делал щиты для тренировок, там, из фанеры или бугурта оптимальные. А этот я сделал, насколько мог, именно приблизившись к историческим источникам. И последнее, что я хотел бы вам сказать. Вы можете выиграть этот щит. Условия будут в описании. Но есть один нюанс. Сейчас мы его протестируем, и если от него хоть что-нибудь останется, мы вам это пришлем. У меня, конечно, не боевой лук, он достаточно слабенький, но, как вы могли убедиться, попадание стрелы в умбон не наносит урона щиту. И мы стреляли спортивными наконечниками для мягких мишеней. А сейчас мы попробуем взять вот такой вот охотничий, кажется, он называется срезень. Вероятно, он воткнется, но вряд ли пробьет ее насквозь. Ну что, наш щит не берут стрелы, поэтому мы возьмем калибр побольше. Собственно, как мы видим, щит удержал с улицу в том числе.
Я думаю, в умбон я не буду целиться, это бесполезно. Он прошел между досок. Вот, смотрим. Расщепил доску, но, считай, пробития нет, потому что до тела твоего он не дойдет. И, кстати, одно из назначений с улицы, после того, как она попала в щит, создать дополнительную нагрузку на мою руку, потому что еще одну воткнуть, я его уже не удержу. Им уже особо не позакрываешь себя. Поэтому, вероятно, с улицы в том числе использовались для того, чтобы открыть строй. Метательные боеприпасы у меня закончились. Перейдем к ближнему бою. Это легкий боевой топор весом где-то около 300 грамм, но не пробил. Подозреваю, что если бы еще 2 удара было сделано сюда, то топор бы провалился вовнутрь и бородой застрял бы в досках, и я скорее лишился бы оружия, нежели, опять же, пострадал щитовик. У себя в мастерской я не держу точеных мечей, но специально для этого теста по-быстрому собрали, скажем так, массогабаритную модель лонгсакса. Сними крупно, это великолепно. Мы заточили первую треть этого клинка специально для того, чтобы нанести несколько ударов по нашему щиту, после чего сможем спокойно демонтировать рукоять. Нормально, я его подклею. Исторически есть находки, заплаток там и прочего. Разница очевидна. Удар вдоль волокон был гораздо глубже, и клинок засел глубже. Соответственно, удар поперек все равно доворачивает клиночек. Он у меня немножко в руке провернулся, что говорит нам о том, что это, в общем, отличная ловушка для меча. 10-20 ударов заточенным оружием, и от него действительно останется только умбон и ручка, что в том числе подтверждается дошедшими до наших дней сагами. Например, об Эгиле, где на Хольмганг было разрешено брать с собой до 3 щитов. Хольмганг – это один из подвидов дуэли в раннем Средневековье. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч!